Здравствуйте, товарищи! Мы находимся рядом с домом, на фасаде которого однажды появится мемориальная табличка, где будет написано «Здесь жил и работал выдающийся русский композитор Александр Салойт». Пошли! Друзья, за этой дверью была создана большая часть звукового оформления информационного отечественного телевидения. И тот, чьему перу принадлежит все это, идет открывать эту дверь уже сейчас нам. Здорово. Здравствуйте. Заходите. У тебя одну из немногочисленных комнат занимает полноценная студия. Тебе комфортно работать дома? Дома работать. Плюсов больше, чем минусов. Никто тебе не стучит в дверь. Никто не зовет тебя выйти перекурить. Никто тебя не зовет что-нибудь посмотреть, что-нибудь помочь. В общем, ты же сам знаешь, что работа такая бывает, когда ты сконцентрирован, и тебе меньше всего хочется, чтобы тебя отвлекали. Даже по приятному поводу, неважно. Любое отвлечение, оно не всегда желательно. В этом плане дома работать прекрасно. Над чем работаешь ты сейчас? Сейчас у меня 3 основных направления деятельности. Это, во-первых, самое важное, это я делаю новое оформление для Russia Today, новое оформление для радиостанции «Спутник», «Спутник FM», и для наших ближневосточных друзей тоже новое оформление для телеканала. То есть у тебя интернациональная такая работа постоянно происходит? Абсолютно. 80% моих клиентов не говорят по-русски. Отлично. И часто с трудом по-английски тоже. А есть ли проблема коммуникации или какие-то есть? Специально для этого я регулярно практикуюсь и занимаюсь английским языком. Это мне очень помогает. Без этого мне бы пришлось пользоваться услугами менеджера, переводчика, секретаря и прочего. Мне все-таки приходится выслушивать часто идеи напрямую от людей, напрямую. То есть я стараюсь избегать передаточных каких-то звеньев. И вот если мне нужно, чтобы арт-директор мне рассказал свою мысль, и чтобы он рассказал ее на языке, которым он владеет, тут все-таки нужен прямой контакт. Тогда это эффективно. Скажи, небольшой экскурс в историю. Вот с чего вообще ты пришел в музыку? Почему ТВ и с чего ты начал, в принципе, свой музыкальный путь? Знаешь, я тебе скажу честно, направление ТВ, как направление само по себе, я сам не выбирал. Я занимался электронной музыкой всю свою осознанную раннюю часть карьеры. Это было то, чем я дышал. Но в этом был, наверное, моя немножко недальновидность и слабость своего. Я не представлял, что может быть что-то еще интереснее. Когда первый раз я попробовал поработать с видеоматериалом, озвучивать, так сказать, движущую картинку на экране, это меня настолько захватило, что так совпало, что эта работа была связана с ТВ. И я начал ее делать. И так все и пошло. И для меня это стало уже процессом гораздо более интересным, чем то, что я делал раньше. То есть для тебя телевидение появилось в твоей жизни случайно, скорее? Абсолютно, да. С чего началось? Началось ты имеешь в виду дату? Нет, я имею в виду вообще первая работа на ТВ, и как это получилось вообще? Сложилось так, что для нашего любимого телеканала «Россия-1» было подготовлено полностью новое переоформление. И был такой своего рода конкурс, и выбирались работы для ряда программ, в том числе там были, по-моему, «Вести» новые, какого-то там, по-моему, 2008 образца. Ты решил поучаствовать в конкурсе? Я решил поучаствовать, я сделал несколько версий, и так получилось, что людям понравилось это. Мне дали пробный такой период, пробный набор работ, чтобы продолжить. Это было для меня абсолютно новое. То есть я не учился этому. Просто 2 дня назад я делал электронный психоделический транс для лайва своего. И тут я попробовал сделать «Вести». И несколько еще программ для специального корреспондента. Там это были очень интересные первые работы, потому что там я был абсолютно не задавлен еще шаблонами и предпочтениями своих заказчиков, клиентов. Это было абсолютно новое. Там я продолжал делать транс для специального корреспондента. Это даже где-то есть эти заставки.
Они были, ну, не прайм-таймовые, естественно, но все равно почему-то получилось. Вот, почувствовал. То есть люди еще были тогда неискушенные, и ты мог им пропихнуть, пролоббировать свои темы. Да. То есть это не был откровенный трэш низкокачественный, но это было, естественно, как-то выглядело действительно новое. Я сейчас смотрю, это были какие-то смелые там какие-то электронные там штуки, но они гармонично смотрелись в эфире. Все остались рады. Это ли не главное? Есть ли у тебя любимые темы? Что больше нравится писать в плане работы? В плане работы очень нравится, когда требуется мощная тема с характером. То есть я не люблю, когда мне говорят, нам нужно что-то нейтральное, фоновое, чтобы оно не запоминалось. Это проблема, потому что в основном это все и просят, такие темы все просят, потому что телевидение в основном же там не на музыке акцент. Но когда нужно, чтобы музыка выступала главной темой, как правило, это новостные, информационные, breaking news, какое-нибудь, не знаю, происшествие. Там требуется такой мощный саундтрек. И вот это то, что меня прям... это вызывало у человека интерес, чтобы это... Ну, это как мини-фильм, как мини-кино, когда есть какой-то сюжет, и ты подчеркиваешь драматизм. Видеоряд помогает тебе в работе? Видеоряд не просто помогает, необходимо. Не только видеоряд, образ ведущего, образ помещения, где он находится, студия, все играет какую-то роль. А не получалось ли так, что тебе говорят, слушай, нам нужна музыка для того-то, того-то, вот ты сделай несколько вариантов, а потом мы тебе дадим контент? Так происходит через раз. Это неудобно, но, если честно, я привык, потому что менять правила этой игры, видимо, уже поздно, да и не хочется тратить на это время. Очень часто бывает так, что дизайнеры, они сами в поисках идей, от чего оттолкнуться, и если им предоставить хотя бы набросок саундтрека, их это может вдохновить. То есть это работа в команде, это нормально. А есть ли какие-то передачи, для которых бы хотелось написать, но еще пока не написал? По-моему, я написал уже для всех типов передач уж точно. И даже не знаю, дальше желания уже выходят, наверное, за рамки, в принципе. Топовые, самые масштабные каналы ты уже покрыл все-таки? Ну, в какой-то мере, да. Достаточное количество, чтобы я уже перестал желать еще, там, знаешь, забрать работу Дэвида Лоу и написать музыку новую для BBC, но это... Я этого, если честно, не желаю. Твоя любимая работа? Из тех, что я сделал? Да. Оформление вестей. Всего ряда вестей, вот, которые сейчас актуальны. Действительно кропотливо и здорово, когда сошлось просто все. И визуально, и мои идеи не вызвали отторжения людей, которые все это оценивали и принимали их там достаточно большое количество. И когда все так единогласно, это получается всегда круто в итоге. Так и вышло. Вести действительно вот такой пример, когда сложилось все в едином стиле, когда человек, даже зритель, даже не видит, что начались по телевизору новости, он по звуку может понять, что начались новости. И он пойдет и посмотрит, и поймет, что ага, вот что-то тут сейчас будет молния, сейчас будет там, сейчас мне все расскажут. Вот, это действительно удалось, и удалось, что не менее важно, связать там порядка десятка форматов, и все в одном ключе, это было очень здорово. То, что все звучит и выглядит в едином стиле, не как винегрет, это то, что я очень ценю. То, чего я всегда добиваюсь. Если мы делаем единый блок, то он должен быть как разный, но при этом, знаешь, в едином стиле. И эта работа, она для этого и есть. Существуют телевизионные композиторы, потому что есть тенденция, когда телеканал использует музыку готовую, с аудиостоков, с библиотек, найти там 2 композиции, 3, 4, 5 в единой стилистике с тонкими отличиями практически невозможно. В итоге они берут все подряд. Получается каша, которая визуально там, да, заставки они сделали похожие, а в итоге, когда слушаешь, там где-то там дискотека, там какая-то эпическая музыка, тут фанк, ну, в общем, очень примеров много вот этой вот немножко странного подхода.
Вести этого недостатка вот лишены. В этот раз получилось очень, очень здорово. Твою музыку слушают миллионы людей во всей стране, не только в нашей стране. Что ты чувствуешь по этому поводу? Я стараюсь трезво к этому подходить. Я прекрасно осознаю, что 80% этих людей, они в принципе музыку не замечают. Но они, понимаешь, в этом, наверное, и обратная сторона. Они ее не замечают, потому что она сделана правильно. Она сделана для того, чтобы подчеркнуть идею, усилить подачу информации, да. Но при этом все-таки музыка не главное здесь. Все-таки телевидение — это метод доставки информации массовой. Поэтому наша работа сделать, и чтобы было все это не, так сказать, главную идею не затмевать, но при этом, чтобы у людей отложилось. И они, даже если музыку не замечают, у них же все равно откладывается, что ассоциативный ряд, что это музыка к этим новостям. И человек, вот опять же, вот у него создаются такие маячки, по которым он уже умеет вот распознавать все это. Чем качественнее маячок изготовлен, тем, видимо, эта схема работает эффективнее. Абсолютно. Вот. Ты работаешь, как правило, один или в твоей работе присутствует коллективное творчество, так или иначе? Хоровое. Коллективное творчество. Нет, ты знаешь, нет, не было, в принципе, необходимости никогда. И сама специфика работы подразумевает, что очень часто за проектом стоит некий заведующий, который видит это по-своему, и ты обязан и должен воспринимать его пожелания. И действительно, я с этим согласен и готов к этому, потому что у человека очень часто есть свое видение, у режиссера, например, правильное. Что он режиссер. Я не режиссер. Я не вижу иногда очень часто в голове своей конечной картинки. Вот сюжет, программа, ведущий. Для меня очень часто все происходит в мире вот в этом вот шапке. Я там варюсь, и мне там на все детали обращаю внимание. Все, что происходит дальше, перед этим меня не волнует. Поэтому, наверное, все-таки я сам с этим справляюсь, но последний проект — это «Вести», альбом. Это уже музыка не просто да, это уже полноценные композиции. И здесь, да, мы с Ильей Шахраем сделали просто вот суперэффективную именно командную работу. Потому что он, как человек, ответственный за все визуальное оформление, как никто другой, прекрасно понимал вот этот единый концепт, ТВ-концепт, да, вот как это все будет. И, естественно, его помощь, и она была просто незаменимой на этапе, вот когда мы все эти 10-секундные заставки, нам нужно было разверстать их в 3-минутную композицию. Вот тут действительно в команде поработать пришлось, и было очень здорово. Саша, чем обычно ты пользуешься для вдохновения? Достаточно давно уже понял для себя, верную для себя, как минимум для одного меня, не знаю, может быть, для других тоже вещь, что вдохновение — это сам процесс. Это как аппетит, который, как мы все знаем, приходит во время еды. То есть, да, ты делаешь свою работу, которую ты любишь, ты оцениваешь результат, который получается. Ты видишь, что он получается. Ты радуешься еще больше, ты еще с большим рвением делаешь свою работу. В итоге образуется такой, знаешь, не нуждающийся во внешней какой-то подпитке процесс, такой закольцованный, который сам себя питает. Для меня это вдохновение. Да? Я делаю свою работу. Даже если у меня плохое настроение, я сажусь, может быть, я немножко потуплю первый час, и будет это казаться, что у меня нет вдохновения, но оно обязательно появится. Как только я процесс этот, если запускаю, в голове появляются образы перемещаются там в звук. Все это само по себе я очень люблю, сам процесс. И, естественно, он меня вдохновляет. И какие-то вещи извне, знаешь, вот для многих там люди разные, действительно. Это вполне может быть справедливо для меня, то, что я говорю, но совершенно не работает там, для тебя, для человека, там, для другого, для художника. Для них важны, может быть, какие-то жизненные, эмоциональные какие-то встряски. То есть для тебя
первостепенный источник вдохновения – это сама работа. Это сама работа. Скажу тебе, что до этого периода был еще один источник вдохновения. Это, безусловно, музыка других исполнителей, композиторов. Какую ты музыку сам предпочитаешь? Я предпочитаю музыку из кинофильмов. Саундтреки. Я предпочитаю музыку без слов, без песен. Я не люблю это дело. Я исключительно поклонник тогда, когда музыка сама говорит за себя, без текста, без поэзии. Это мой вкус личный, он у меня не меняется. И подходит под это больше всего либо действительно музыка из кинофильмов. Она просто источник для меня нескончаемого вдохновения. Это наверное, главное. И какие-нибудь эксперименты там, в электронной музыке. Я очень люблю танцевальную музыку. Танцевально перечислять каких-то там команд. Что Ты сам любишь дискотеки потанцевать? Любил в студенческие годы. Был завсегдатаем. Ты же сам же был диджеем. Я был диджеем, я учился на диджея. Это то, чем я просто бредил. Это было все, что мне интересно. Соответственно, это оставило отпечаток и на работе, и на вкусовых предпочтениях. В музыкальную школу ходил? В музыкальную школу ходил. Заставляли? Заставляли. И, наверное, хорошо, что заставляли, потому что это был такой период юный, когда хотелось все, что угодно, только не сидеть, не зубрить сложнейшие там произведения Шопена, там, моего любимого. Но, тем не менее, это очень был полезный такой этап в жизни, который мне очень пригодился в итоге. Хоть у меня были все карты на руках, чтобы закончить ее быстро и продолжать дальше учиться в этом, но я этого не сделал. В принципе, считаю, что сделал правильно и не стал уделять конкретное внимание какому-то одному инструменту. Сразу нашел студию, где я смотрел уже, как работает звукорежиссер, мой друг, как работают композиторы, которые пишут там мультиинструментальные композиции. Стал сразу погружаться в процесс, то есть не тратя это огромное количество времени на академическое обучение. Фортепиано — первый инструмент, который я научился играть, освоил самостоятельно еще в практически детском возрасте. Это баян дедушкин. А какие-то порывы, что-то написать свое у тебя были с детства? Да, у меня были с детства порывы, и не было абсолютно никакой техники, и даже проблема была даже просто записать какой-то микс. А ты инструмент использовал для этого? Фортепиано? Нет, не фортепиано, но использовал свой первый синтезатор Yamaha, который мне подарили на день рождения родителей, по-моему, на 14 лет. А ноты не пробовал, партитуру на нотном листе? И у меня изначально был подход студийный. У меня был рекордер, у меня был компьютер, у меня был синтезатор. Понимаешь, это все началось именно с электронной музыки. Но какие партитуры в электронной музыке? До партитур дело, я боюсь, что дошло только когда уже я изменил свои вкусы и изменил направление работы. Да, тогда и пришлось и подтягивать образование музыкальное, и осваивать какие-то новые методы работы в принципе, со студийным комплексом, с инструментами. Чем Александр Салойт увлекается в свободное время? Ты знаешь, к разговору о вдохновении, когда я тебе рассказал про свое представление о таком замкнутом круге, циклическом, когда вдохновение питает само себя и растет в геометрической прогрессии. Иногда этот цикл нужно прерывать и обнулять свое, не знаю, психически нервное свое состояние, его нужно сбрасывать. Для меня сбросом служит очень эффективным и приятным это какие-нибудь экстремального вида спорта, экстремального рода. Этим я стараюсь занимать практически все свое свободное время. Чем ты занимаешься? Занимаюсь, в принципе, всем понемножку, так как, естественно, сделать какую-то серьезную карьеру уже поздновато, да и у меня есть основная все-таки работа, которую я люблю. Но занимаюсь действительно многим. Занимаюсь парапланеризмом, летаю, занимаюсь парашютным спортом, прыгаю с парашютом, катаюсь на сноуборде, когда наступает зима.
У нас ну, действительно это тоже я очень, очень люблю. Я знаю, вот ты же обладатель гоночного автомобиля. Ты участвуешь в каких-то состязаниях? Автогонки, да. Я участвую в любительских автогонках с огромнейшим удовольствием. Зимой, там, на всяких заснеженных озерах замерзших или чем-то таким. То есть не просто по асфальту, это скучно. Я люблю что-то такое, типа слалом, ралли-ориентированное что-то. Но, опять же, на любительском уровне. Это помогает мне как бы сбросить себя, понимаешь? Сбросить мое напряжение, там, вот, чтобы я каким-то образом так вот обнулился и с новыми силами, с чистого листа там, начинал, например, да, там, новый проект. Это очень мне помогает. Безумно просто. Твое жизненное кредо. Жизненное кредо. Да, что заставляет тебя подниматься по утрам? Я бы не сказал, что жизненное кредо заставляет меня подниматься по утрам, но оно у меня есть, и, наверное, если его можно сформулировать в двух словах, это жизнь, это что с нами происходит в данный момент, в текущий момент. И какие бы мы планы ни строили насчет себя, насчет всего вокруг, жизнь — это исключительно то, что происходит с нами в данный момент. С этой позиции, видимо, вот я и подхожу ко всему остальному. Спасибо, дорогой. С вас 3000! Пошли в кабак теперь. Спасибо, мужики. Поумничать я люблю, конечно, это мы молодцы.